Сегодня мы с тобой немножко поторгуем. Я тебе сегодня расскажу логику открытия сделок, как ты можешь их открывать и на основе чего ты можешь зарабатывать на рынке. На самом деле, для того, чтобы зарабатывать на рынке, тебе не обязательно знать кучу паттернов и всего прочего, тебе важно знать всего лишь два элемента. Первое, тебе необходимо определить ключевые точки. То есть рынок можно анализировать каждую секунду, ты можешь каждую секунду открыть график, каждую секунду анализировать, но тогда у тебя никакого внимания на это не хватит, никаких сил на это не хватит, проще сконцентрироваться в местах, где, возможно, будет какой-то слом. Иначе говоря, давай я тебе просто продемонстрирую небольшой пример. Вот перед тобой сейчас открыт график фьючерса на нефть. Как ты считаешь, где здесь можно больше заработать? Где-нибудь вот здесь, где ты видишь, например, какую-нибудь свечу, которая укажет на продолжение? Или где-нибудь вот здесь, где ты заходишь в продажу? Ну, конечно же, вот здесь. Потому что здесь ты можешь зайти с небольшим стоп-приказом и при этом много заработать. А здесь ты максимум заработаешь пару копеек. Поэтому тебе важно сконцентрироваться именно в местах, в ключевых местах. И общее движение всегда сложно остановить, это нужно всегда помнить. Тебе требуется узнать опорные какие-то точки, на которых ты сможешь найти дисбаланс спроса и предложения. Это в конечном итоге и влияет на рынок. Только спрос и предложение, только дисбаланс спроса и предложения. И давай я тебе просто расскажу буквально в секунду небольшую механику. Вот предположим, рынок у тебя растет. Что в этот момент происходит? Люди, которые желают покупать, они начинают заходить активно в позицию. Ну, кто-то купил, возможно, вот здесь, кто-то купил, возможно, вот здесь. Рынок продолжает расти, и более неуверенные, которые были не уверены в чем-то, тоже начинают заходить в позицию. То есть, по сути дела, в рынках появляется огромный дисбаланс в сторону спроса. Понятие рынков не резиновое, и понятие участников рынка не резиновое. Рано или поздно все, кто хотел купить, они, разумеется, купят. Даже самые последние, в общем-то, боязливые люди зайдут в позицию. Если здесь не будет подключено какой-то новостной повестки, еще чего-нибудь, рынки потихонечку начнут останавливаться и начнут уходить в коррекцию, поскольку люди, которые покупали, например, вот здесь, видя, что рынок больше не растет, начинают фиксировать свои прибыльные позиции. Вследствие чего цена у нас падает. В этот момент происходит перекос в сторону предложения, то есть участники рынка начинают резко выходить из своих прибыльных позиций с одной стороны. Другие участники рынка, которые покупали вот здесь вот по верхушкам, начинают выходить по своим стоп-приказам, и рынок разворачивается. Так вот, это все, вот этот перекос в сторону спроса либо предложения, дисбаланс спроса и предложения, да, вот эти вот изменения как таковые, они происходят всегда в основном в опорных точках. Этими опорными точками являются, конечно же, уровни. Если ты в будущем увидел, что в рынках, например, произошла какая-то, точнее в прошлом увидел, что в рынках произошла такая ситуация, что рынок, например, от этого уровня улетел, значит, на то была какая-то веская причина, правда? То есть рынок не может просто так взять и улететь. На то была какая-то причина. Мы, конечно, не знаем, что там было. Может быть, какие-то новости вышли. Возможно, какой-то крупный игрок решил, например, толкнуть цену вниз. Ты никогда не узнаешь, правда, что там действительно было. Но что ты знаешь, так это то, что этот уровень вместе с тобой десятки тысяч различных трейдеров поставили на график. И что точно ты знаешь, что они, скорее всего, там будут принимать какие-то торговые решения. Кто-то, например, будет здесь... Ну, опять-таки, все зависит от ситуации. Кто-то здесь, может быть, будет покупать, а кто-то с большой вероятностью здесь начнет продавать. Почему? Потому что цена достаточно дорогая на этот инструмент. И поэтому можно здесь продавать. То есть продавать достаточно дорого. Я думаю, что ты со мной согласишься, что ты заходишь здесь тоже продать. Продать, так сказать, по верхушкам. Продать по хаям, как называют трейдеры. Возможно, ты заранее не знаешь этого и не знаешь, хватит ли сил у этих продавцов для того, чтобы остановить движение наверх и толкнуть, соответственно, движение, чтобы произошло движение вниз. Но если ты здесь увидишь дисбаланс спроса и предложения в небольшом масштабе, про это мы чуть-чуть позже поговорим, ты сможешь зайти в позицию с идеальным стоп-приказом и очень хорошим соотношением риска-прибыли, где ты, грубо говоря, рискуешь $10 и при этом сможешь заработать, например, там $50. Хорошо. Для того, чтобы определить эти места, к слову сказать, на моем канале, кстати, есть отдельный урок, посвященный вот поиску этих мест. Я тебе ссылку оставлю в подсказках. Если хочешь в этом больше разобраться, больше набить руку, больше узнать информацию, все находится на YouTube, бесплатно, перейдешь, ознакомишься и получишь больше информации. Сейчас же наша основная задача увидеть места, где рынок очень сильно развернулся в противоположную сторону.
Какие это могут быть места? Это могут быть места вот такие. Давай поставим вот здесь. Ну вот, я уже немножко по опыту здесь ставлю. Вот у нас есть это место. Давай его немножечко приблизим. Вот у нас есть место, после которого рынок развернулся. Я здесь по привычке ставлю, конечно же, уровень. Но мы всегда подразумеваем, что в этих местах находится область цены, где что-то будет происходить, где участники рынка будут принимать какие-то торговые решения. Какая конкретно эта область? Если ты видишь, что здесь последующая свеча, да, после которой произошло падение, на которой, точнее, произошло падение, не сильно большая, мой тебе совет: ставь вот такую область, и этого будет достаточно. То есть выделяй область по телу свечи. Но если ты увидишь, например, вот такую огромную свечу, то, понятное дело, если ты поставишь такую область, это будет неправильно. Тогда в данном случае смотри размер средних свечей и выставляй область примерно по размеру средней свечи. Мы вот здесь сверху поставили такую область, потому что она плюс-минус как раз-таки равна величине, средней величине. Хорошо, мы определили, что после этого было движение вниз. Где еще можно поставить уровень? Давай с тобой посмотрим. Где еще рынок резко у нас улетел в ту или иную сторону? Ну, конечно же, вот здесь. Конечно же, вот здесь. И в данном случае здесь мы можем точно такую же область цен. Хорошо. Этих двух уровней будет достаточно для долгосрочной торговли. То есть ты должен посмотреть на график и примерно прикинуть, сколько рынок движется от уровня к уровню. Ну вот, например, здесь рынок от одного уровня к уровню. Ну вот, например, у нас здесь раз уровень был и другой уровень был. Рынок здесь двигался раз, два, три. 3 дня рынок двигался от уровня к уровню. То есть, соответственно, примерно сигнал ты будешь получать раз в 3 дня. Если тебе этого будет мало на этом инструменте, ты можешь поставить еще какой-нибудь промежуточный уровень по той же самой схеме, про которую я говорил. Где здесь можно поставить еще один уровень, где здесь рынок улетал. И этот уровень сейчас в нашем случае он должен находиться где-то посередине. Почему? Потому что мы обозначили верх, мы обозначили низ, теперь нам нужна серединка. Серединка, ну, понятное дело, что вот здесь мы тоже можем полноценно поставить уровень. Выставляем здесь уровень и тоже выделяем по телу свечи. Здесь есть такой еще нюанс. Кстати, мы сейчас в этот уровень уперлись. У тебя иногда будут такие спорные ситуации, когда ты можешь уровень, например, вот здесь вот по верхушкам поставить и вот внизу поставить. Если у тебя такое выпадает и вот что-то спорное, смотри на размер вот этой вот зоны, которая у тебя образуется. Если она у тебя будет небольшая, выделяй это полностью. То есть бери здесь минимум и здесь максимум. Пусть у тебя такая область будет, ну плюс-минус, да. Если у тебя эта область большая, как в нашем случае, выделяй то место, где рынок очень сильно после этого упал. В нашем случае это вот это место. То есть рынок после этого сильнее упал, чем, например, вот здесь от этого места он вырос. Все, хорошо, мы поставили контрольные точки. Больше здесь смысла нет строить контрольные точки. Ты можешь это делать, если ты понимаешь, что, например, ты не готов еще ждать, ты можешь выделять еще какие-то места. Например, здесь промежуточными целями могли быть, например, вот этот уровень, да, после этого было неплохое движение. Также вот где-то здесь ты мог поставить какой-то уровень, после этого тоже было движение. Но тогда будет уровней слишком много, и если будет уровней слишком много, ты, естественно, в них запутаешься. Пусть уровней будет мало, но зато они будут более серьезными, более жесткими, более понятными для большинства. И, следовательно, там с большой вероятностью мы увидим появление какого-то сигнала. Следующее, что тебе необходимо, это, конечно же, следить за контекстом. Что под этим подразумевается? Тебе как бы желательно либо наш платный курс покупать, либо хотя бы посмотреть бесплатные видео на моем канале. Потому что, конечно, здесь, нужны знания. Нужны знания, и без знаний, конечно, здесь, просто никуда. Потому что тебе нужно проанализировать полностью рынок. То есть посмотреть, в какой фазе он сейчас находится. Сейчас на рынках тренд или флэт. Если это тренд, хватит ли силы у этого тренда для того, чтобы пойти еще дальше?
Если это флет, хватит ли сил у этого флета для того, чтобы, например, дальше продолжаться. То есть все будет зависеть, конечно же, от условий, в которых это происходит. Но опять-таки, либо покупайте наши платные курсы, либо смотрите бесплатные видео с этого канала, их будет достаточно для того, чтобы определить общий контекст. Вот глядя сейчас на график, сейчас абстрагируемся, посмотрим на график. Кто у нас сейчас доминирует, покупатели или продавцы? Ну, если бы доминировали покупатели, рынок бы рос, правда? И у нас сейчас, откровенно говоря, доминируют продавцы. В какой фазе у нас находится рынок? Рынок у нас находится в фазе тренда. У нас каждый последующий максимум и минимум понижается. Это указывает на то, что рынок у нас находится в трендовой фазе. Этот тренд направлен вниз. Это означает, что я как трейдер какие буду искать сигналы? Я буду искать сигналы на продажу, они в приоритете. И я также могу искать сигналы на покупку. Но эти сигналы на покупку будут против тренда. А значит, если я буду заходить, например, против тренда, я буду заходить очень небольшим объемом, но чтобы много не потерять, поскольку вероятность срабатывания этого движения будет небольшая и рисков будет много. И с большей охотой, конечно же, буду продавать. Хорошо, мы договорились, что ты подпишешься на мой канал, зайдешь в его профиль и будешь потихонечку смотреть мои бесплатные ролики. Будешь как раз-таки понимать вообще контекст, будешь понимать, что происходит на рынке. И я тебе скажу по правде, контекст важен. И на 90% твоего успеха это определяет контекст. То есть не точка входа, не какие-то паттерны, которые ты изучаешь, не свечи, которые мы дальше будем смотреть, не точки выхода, а контекст, в котором ты это берешь. Потому что если ты, например, увидел какой-то разворотный паттерн на, например, контексте продолжения, он не будет работать, как бы ты ни старался. Ну, опять-таки, здесь опыт решает, и не старайся из одного видео узнать полностью все про трейдинг, это невозможно. Хорошо, следующее, что тебе необходимо, это следить за спросом и предложением, смотря на свечи. Здесь общая логика в следующем. Чем больше тело свечи, тем больше сила. Чем больше тень, тем больше слабость. Если ты ведешь конспекты какие-то, записываешь как-то, запиши, пожалуйста, этот термин, он тебе очень сильно пригодится. Чем больше тело свечи, тем больше сила. Чем больше тень, тем больше слабость. Но напиши, пожалуйста, вот так вот в скобочках, кроме аномальных свечей. То есть, если ты, например, увидишь вот такую бычью свечу, давай я покажу на примере. Вот такую бычью свечу. Это, наоборот, показатель слабости. Если ты увидишь, например, вот такую бычью свечу, это тоже показатель слабости. То есть, смотри, у тебя в среднем свечи вот такие бычьи, а тут у тебя появляется свеча в 3-4 раза больше. Это не показатель силы, это показатель слабости. Со временем будет приходить тебе это понимание. Иногда даже вот этот вот признак, например, слабости, когда ты видишь такие большие свечи, но на разворот, это наоборот показатель силы. То есть важен опять-таки контекст. Но общая логика именно в этом. Чем больше тела свечи, тем больше сила определенного движения. Чем больше тень, тем больше слабость. Иными словами, если я вижу, например, вот такое движение, и я вижу, что рынок у меня движется наверх, да, вот в моем примере, и при этом я вижу движение вниз, вот у меня есть медвежья свеча, вот она медвежья свеча, давай я приближу этот момент. Сделаем вот так немножечко оторвано, чтобы было понимание. Мы видим движение наверх, и мы видим, что свечи практически наполнены. О чем нам это говорит? Нам это говорит о том, что в рынках очень сильные покупатели. Рынок уходит в коррекцию, и дальше мы видим подобные свечки. Обращаем внимание, что на конце коррекции медвежьи свечки становятся все меньше, меньше, меньше и меньше. То есть вначале она была такая по наполненности. Потом она была такая по наполненности. Потом свечка стала очень маленькой с большим хвостиком. Потом свечка стала бычьей. Потом она стала свечка бычьей, то есть еще размер свечи стал больше. Еще стал больше. О чем нам это говорит, вот зная вот эту вот информацию? О том, что до этого у нас доминировали продавцы. Они были очень мощные, но они становились все слабее, 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 слабее. И инициативу перехватили покупатели. Покупатели стали становиться все сильнее, 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 и дальше движение стало продолжаться. Или вот, например, свечка, то есть рынок у нас растет, рынок у нас бычий, происходит кратковременное движение вниз, вот у нас на вот этой свечке произошло движение вниз.
И что мы здесь видим? Какие здесь были продавцы вот в этой свечке? Смотрим сейчас изолированно, не смотрим на весь контекст. Какие здесь были продавцы? Ну, конечно же, они были слабые. Как мы это понимаем? По наличию большого хвоста и по наличию небольшого тела. Ведь хвост говорит о том, что торги в процессе этой свечи двигались вниз, дошли до какой-то точки. В данном случае продавцы не смогли здесь удержать цены, и рынок вырос. Это говорит о слабости продавцов, но в таком небольшом масштабе. Хорошо. Теперь, если мы увидим какую-то формацию, например, допустим, у нас такая ситуация. Мы имеем, например, какое-то движение, и на этом движении мы замечаем, что в конце появляется, допустим, вот такая бычья свечка, наполненная, а потом мы видим такую же медвежью, но с большим хвостом. И после этого происходит движение вниз. Что мы можем сказать? Ну, конечно, мы можем сказать, что здесь произошла так называемая поглощающая свеча. Да? Термин, по крайней мере, у этой свечи в профсообществе это поглощающая свеча. Ну, она даже чуть-чуть побольше должна быть, но не суть. Но, по сути, что нам это означает? Это означает, что у нас были сильные покупатели. Они смогли захватить новые цены, да? Свеча здесь наполненная. Но потом рынок в процессе торгов вот этой свечи улетел наверх, дошел до какой-то области и резко свалился вниз. О чем нам это говорит? Нам это говорит о слабости покупателей. То есть покупатели не смогли удержать высоких цен. И рынок поэтому закрылся ниже, да, ниже вот этого хвостика. И здесь важно следить, что было дальше. А дальше была вот такая медвежья свеча, уже наполненная, и рынок дальше двигается вниз, что указывает на наличие здесь мощных продавцов. И самое главное, все это происходит на уровне. Давай предположим другую какую-нибудь модель. Ну, какую модель? Ну, допустим, здесь была вот такая бычья свеча, здесь была вот такая бычья свеча, потом бычья свеча стала вот такой, потом стала вот такой, потом стала вот такой, и потом появилась медвежья свеча, да? Вот здесь появилась такая медвежья свеча. О чем нам это говорит? О том, что покупатели у нас становились все слабее, слабее, слабее и слабее, и потом в рынок подключились продавцы, которые были очень сильные. Наверное, тоже у этой формации есть какое-то название. Я более чем уверен, что какие-нибудь здесь фразы придумали трейдеры для того, чтобы объяснить вот эти вот свечи, да, ну, чтобы банально было, как объяснить новичкам. Но нам нет смысла на этом заморачиваться и зазубривать паттерны. Это достаточно глупое действие. Вам важно уловить спрос и предложение покупателей и продавцов, и на основе этого строить уже впоследствии свою торговлю. Сейчас я тебе покажу несколько примеров, как это ты мог сделать на графике, если ты торгуешь, например, внутри дня, либо в средний срок, например, сделал сделку, удерживаешь ее пару дней. Я это буду показывать на истории в режиме симуляции. Если тебя интересуют мои реальные торги, мои реальные сделки, мой отчет о торговле, если тебя интересуют мои реальные торги, мои реальные сделки, мой отчет о торговле, все находится в профиле, перейдешь в профиль, там есть целый плейлист с моими сделками, в описании, кстати, на него есть ссылка, и также ссылка на мой стейтмент. Я это говорю к тому, что нет ничего лучше, чем, конечно, реальные сделки, но формат этих самых реальных сделок не позволяет рассказать вам и разжевать всю логику. А вот такой формат, он, конечно, гораздо лучше позволяет это все сделать. Но посмотрите еще, как это все отрабатывается на реальных сделках, чтобы это не было просто моим балабольством, да, что это не было просто бла-бла. Я это все демонстрирую, конечно же, на своих деньгах. Прямо сейчас мы находимся на уровне. Что нам делать в этой связи? В этой связи нам лучше, наверное, ничего не делать. Почему? Как бы это ни хотелось нам, как бы кто ни кричал, что здесь дно и находится уровень, мы пока еще не получили никаких подтверждений, что этот тренд, который мы имеем здесь, медвежий тренд, я напомню, сломался и что мы можем здесь заходить, соответственно, в покупку. Правда? Ведь если мы собираемся купить, мы должны быть уверены, что здесь стали лидировать покупатели. Пока еще мы не видим, чтобы кто-то из покупателей здесь лидировал. Здесь есть попытки медведей пойти вниз, то есть мы видим, что откровенно у нас пока еще очень слабые продавцы, то есть мы подошли к уровню, видимо, здесь кто-то действительно откупает, но продавцы еще очень слабы.
Мы не видим здесь серьезных наполненных свечей, которые бы указывали на сильных продавцов. Но это не означает, что нам необходимо заходить в данном случае в покупку. Поскольку если мы видим слабых продавцов, мы должны с другой стороны увидеть сильных покупателей. Сильных покупателей мы можем увидеть только в том случае, если будем видеть серьезное движение наверх, полноценное движение с полными свечами. Пока подобного не произошло, и пока поэтому мы следим за рынком. Теперь нам необходимо обозначить, наверное, с самого начала нужно было это сделать, обозначить, что вообще будем делать сейчас на рынке, да, как мы будем непосредственно торговать. Как мы сейчас выяснили, сейчас еще слишком рано для того, чтобы покупать, когда будет можно. Когда мы сделаем новый минимум выше предыдущего, это укажет нам дорогу наверх. То есть мы поймем, что у нас стали лидировать покупатели, которые были готовы покупать по более высоким ценам, и мы увидим дохлых продавцов, они уже потихонечку дохлые, важно увидеть покупателей, чтобы заходить. Это первый сценарий. Первый сценарий покупки против тренда. До каких величин мы можем дойти? Когда рынок идет против тренда, обычно доходит до середины предыдущей волны. В нашем случае примерно где-то до сюда. Там дальше уже будем посмотреть, что называется. Там уже будет видно. Не будем забегать вперед. Это первый сценарий. Второй сценарий — движение вниз, откат к этой границе. Это означает, что в данном случае будут лидировать продавцы. И здесь мы пытаемся зайти в продажу с коротким стоп-приказом с нашей целью примерно где-то в этот диапазон. То есть диапазон 25 следующего уровня. Что ж, как в той речи, по-моему, Брежнева, если память не изменяет, наши цели ясны, задачи определены, за работу товарищи. Поэтому сейчас мы следим и ждем исполнения хотя бы какой-то из этих вероятностей, которые мы здесь обозначили. Что ж, мы видим, что рынок подошел, пробил этот уровень, подошел с обратной стороны, то есть стал реализовываться тот сценарий, про который мы говорили до того как. Здесь есть небольшой нюанс. Если бы вы это торговали в реальности, я торговал этот участок в реальности, у меня было, так сказать, дикое желание зайти вот здесь вот в продажу. Потому что здесь, по сути дела, произошел тот сценарий, про который мы говорили. Я тогда продажи не взял, поскольку по времени это было уже примерно где-то 11:30 ночи. Я, графики постоянно открыты, смотрю за этим всем, но сделку я так и не сделал, потому что не могу ее контролировать. В данном случае, если бы это произошло в другое время, например, вы бы могли здесь зайти в продажу. Хоть и кажется это достаточно опасным, а здесь реально достаточно опасно продавать, потому что мы продаем, по сути дела, в минимум глобальный. Но тем не менее, здесь есть серьезный пробой данного уровня. На данный момент что мы видим? Давайте сейчас с вами проанализируем ситуацию. Мы видим, что у нас в рынках были очень сильные доминирующие продавцы с самого начала, то есть с утра. Дальше рынок у нас стал потихонечку расти. Каждая последующая свеча бычья у нас становилась больше. Ты можешь анализировать, кстати, свечки бычьи и смотреть, насколько сильные покупатели в данном случае становятся. Покупатели становились все больше, больше, больше и больше, все сильнее, сильнее, сильнее. Обрати внимание, что примерно где-то с 10 часов здесь уже появились продавцы, которые точно так же стали потихонечку все сильнее, сильнее, сильнее. И вот сейчас ключевой момент. У нас сильные покупатели с одной стороны и сильные продавцы. И мы подошли к области, в нашем случае, предложения. Вспоминайте, что я говорил буквально минуту назад. Я говорил, что когда мы находимся вот в гуще событий, мы же не предсказатели, мы же не знаем, кто там действительно победит. То есть покупатели, продавцы, нам важно следить за реализацией, чем это все произойдет. Какая здесь может быть реализация? Сценарий у нас только следующий. В случае, если рынок сейчас все-таки пробивает эту область, значит мы находились в структуре ложного пробоя, ждем отката, на откате покупаем. Причем покупаем очень уверенно, если в первом случае, по первому сценарию, который покупок я обозначал вам, мы бы покупали с очень неохотой, можно было бы купить, но опасно, да, потому что там не было ложного пробоя, то сейчас мы бы могли купить очень даже с уверенностью, поскольку это структура ложного пробоя, который только усиливает ваш сигнал, в нашем случае сигнал на покупку. Если этого не происходит, мы можем дождаться либо движения сюда и последующего движения вниз, и тогда мы должны увидеть доминирующих продавцов, пока они доминируют, но покупатели точно так же доминируют. Либо мы должны увидеть последующее движение вниз, например, серию медвежьих свечей или просто одну медвежью свечу. Либо мы можем увидеть, например, вот такую
свечу с большой шпилькой. Я стараюсь обозначить как можно больше сценариев, чтобы вы понимали логику и контекст. Да, вот контекст у нас нисходящий. Теперь нам нужно поймать ситуацию, когда у нас слабые покупатели и сильные продавцы. Произошло сейчас ли это? Пока еще нет. Поэтому мы сейчас ждем либо появление свечи, либо движение цены, либо, возможно, чего-то, что укажет на слабых покупателей. И вот мы видим, что у нас здесь произошло доминирование продавцов. То есть мы стали идти наверх, уперлись в этот уровень. После этого вот произошел перехват инициативы, и у нас пошло доминирование продавцов. То есть пошло движение вниз. Мы здесь можем зайти в короткую продажу, то есть заработать на продаже. В нашем случае мы можем поставить здесь стоп-приказ на этом уровне. Хорошо, давай немножко объясню по поводу стоп-приказов. Стоп-приказ мы выставляем, соответственно, здесь. В чем логика стоп-приказа? Стоп-приказ должен тебя защитить в случае, если твой прогноз не оправдался. Если рынок пошел не туда, либо ты просто ошибся. Соответственно, твой стоп-приказ нужно выставлять там, где потеряется логика твоего входа. Давай с тобой предположим, что рынок, допустим, пошел чуть-чуть вот сюда наверх. Он может здесь упереться в этот уровень, может точно так же упереться в уровень. Здесь будет еще твой сигнал на продажу. Для меня лично был бы. Где здесь не будет сигнала на продажу? В случае, если рынок, например, пойдет наверх и дойдет до вот этой точки. Тогда здесь мы пробьем вот этот локальный максимум. Это укажет нам на то, что здесь нет активных продавцов, что здесь наоборот сильный покупатель. И если здесь сильный покупатель, с большой вероятностью это структура ложного пробоя, и дальше мы двигаемся по этому сценарию. Поэтому здесь уместно поставить стоп-приказ, там, где мы потеряем логику нашего входа. Что по поводу тейк-профита? Если есть возможность следить за рынком, лучше тейк-профит не ставить. Поскольку иногда бывает такое, что рынок перелетает твой тейк-профит, зачастую так и бывает, что рынок перелетает твой тейк-профит и дальше начинает двигаться. Если нет у тебя возможности следить за рынком, например, ты на работе, еще что-нибудь, да, тогда выставляй свой тейк-профит, выставляй на ближайшем крупном уровне. Но все-таки желательно следить. Если есть хотя бы минутка, на смартфон просто установи себе что-нибудь, да, установи терминал и просто в процессе дня просто смотри. Если есть возможность. Если нет возможности, ну ставь тогда take-profit, но знай, что я не любитель take-профитов, потому что не всегда удается заработать с помощью take-profit. Ну, так сказать, мы математически это проверяли. Это не особо работает. Это работает только в идеальных условиях, которых у вас никогда не будет на рынке. Всегда будет все кривое, косое, вы будете заходить не там, не туда и так далее. Сами понимаете, в общем-то, взрослые люди. И вот мы дошли до нашего take-профита. Мы здесь забрали прибыль. Обрати внимание, что рынок делает точно так же, то есть показывает то же самое, ту же самую логику, про которую мы говорили. То есть он пробил уровень, откатил к нему с обратной стороны. И да, действительно, это было 9 ноября, начало ноября. В это время все наши ребята зарабатывали, ну, мама дорогая. Тут только макака не заработала. В общем, простите, если вы не заработали, вы, наверное, подумаете, что я вас пытался оскорбить. Нет, я пытался сказать, что здесь очень простые были движения, поэтому я показываю этот пример, чтобы вам на простых вещах понимать этот процесс, да. Здесь было очень просто торговать, рынок пробивает уровень, откатывает к нему с обратной стороны, и опять начинается то же самое. Хорошо, вот 3 шага этой идеальной сделки. Первое. Определили ключевые уровни, поставили их. Ключевыми уровнями являются места, где рынок резко выстреливал в ту или иную сторону. Второе. Следим за контекстом. Здесь ролики с моего канала, либо с моего платного обучения тебе помогут. То есть определяем тренд, определяем направление, в какой он сейчас фазе находится, определяем, где он может остановиться и так далее. И в-третьих, следим за спросом и предложением, смотря на свечи. Анализируем. Общее правило простое. Чем больше тело свечи, чем свеча наполненней, тем больше сила. Чем больше тень, тем больше слабость. Хорошо, вот что я тебе еще порекомендую. У меня есть великолепное обучение. С помощью него ты, во-первых, научишься читать рынок на основе спроса и предложения. Во-вторых, разработаешь свою торговую систему под свой рынок, под свой депозит. Этих знаний, как составить свою торговую систему, ты просто так в интернете не встретишь. А это, между прочим, процентов, наверное, 70 твоего успеха.
Реально 70% твоего успеха. Я не знаю ни одного трейдера, который бы не имел торговую стратегию, умудрялся бы зарабатывать. Мы учим тому, как делать эти торговые стратегии, как их писать, под что их писать, что туда написать и так далее. Ну и самое главное, как торговать на бирже, вы тоже будете понимать. Начнете зарабатывать так же, как зарабатываю я, и так же, как зарабатывают наши студенты сейчас. Опять-таки, начало ноября было очень хлебным для всех. Пока рынки падали сильно, мы зарабатывали. Я желаю вам точно такого же. Я желаю вам зарабатывать. Ссылка на все находится в описании. Перейдите, ознакомьтесь, втягивайтесь в этот процесс. И скажу по правде, вариантов у вас других нет. То есть, либо биржа, либо все. Других вариантов у вас попросту не остается. Если раньше я бы говорил про бизнес, там, либо биржа, либо бизнес, то сейчас, сами понимаете, какой-то бизнес там в гараже вы точно не запустите. То есть вообще не те времена. У вас остался один вариант, это путь в трейдинг. Других вариантов просто у вас нет. У вас забрали эти варианты. Печально, конечно, но вот в такой реальности мы живем. У вас забрали эти варианты. Пользуйтесь пока что нашим обучением, пока его у вас не забрали. Пока есть у вас возможность, изучайте. Пока это единственный социальный лифт, который еще остался в нашей стране. Печально, конечно, но имеем то, что имеем. Ссылка на все находится в описании. Втягивайтесь в этот процесс. Будете зарабатывать из любой точки мира. Я вам это гарантирую и обещаю. Ссылка находится в описании. Зарабатывайте. Счастливо.